Всем привет, с вами Чайка. Нави обновили состав, что повлечет за собой изменение стиля игры. И теперь я наконец-то могу палить страты, без опаски, что это увидит Зоник. Начнем мы с карты Overpass, потому что она долгое время считалась лучшей в маппуле рожденных побеждать, и ее банили против нас на протяжении полугода. В первом выпуске я расскажу, как стать королем пистолетки за атаку, с упором на апленд. Мой первый тезис вам определенно понравится. Декой недооценен. И это не шутка. По дефолту люди берут его, чтобы фейкануть вектор атаки, или плент, который собирается стакнуть, или же как способ занять руки во время фристайма. В раунде против Cloud9 мы наблюдаем правильное использование декоя. КТ видит траекторию полета и дает инфу о раскиде смоков. Если бы у защиты имелись контргранаты, то изоляция монстра не заставила себя ждать. Поскольку ответа не поступило, Т продолжают рашить, а смок на 9 откидывается второй волной. После того, как Зевса зажали на воде, игроки КТ ставят себя в максимально неудобное положение, из-за чего Нави делают самый верный мув – уйти на А. Подобное решение было и в матче с Виндиго. После разменов под монстром звено игроков под Б разворачивается и уходят к тиммейтам. Защита понимает, что у них открытый А, когда плен только проходит через респ, но первый контакт происходит уже во время установки. Такие ротации за атаку – это уникальность карты. Мы можем проводить параллели с нюком и трейном, но эти карты имеют перевес в сторону защиты и сильно отличаются в таймингах. На оверпассе обмануть КТ намного легче, за счет контроля коннектора, который можно получить двумя способами – задавить массой или расшатать сплитом. Для пуша коннектора играют 4+1, где последний идет на рамп с армором и дропнутым P250. Таким образом нивелируется преимущество юспа на дистанции, что позволяет заработать open frag. В данном случае Энс запушили мид плюс лонг, и раш коннектора законтрил эту заготовку. Конечно, подобная формация — это не формула победы. Нужно всегда играть неожиданно, чтобы к вам не могли подстроиться. Наряду с пушами актуальны и аккуратные перекрестные огни. На примере мы видим, как выбивается коннектор. Зевс понимает, что противник не мог просто так отдать непосредственно ключевую позицию и читает подсадку с воды. Далее история повторяется. Симпл проходит лонг, который в меньшинстве КТ обычно отдают, и закрывает игрока на банане вместе с Эликом. Хочу также обратить внимание на необычный смок в 9, который заставил Юги открыть позицию в перетяжке. Еще одна причина, почему КТ отдают коннектор, это стак Б с упором на монстр, который к середине раунда трансформируется в трипл буст на граффити. Электроник игнорирует подсадку, занимая этот спот. Тут его не видят, не достанут, не перестреляют, а выходящий из шорта зачастую чекает тупик снизу. Запоминайте и используйте в своей игре. Сплит коннектора происходит в связке с водой. После размена в миду Нави входят в коннектор, давя сольника количеством, а Кинес, стянувшись с мида, быстро понимает бесполезность борьбы с 4 игроками атаки. Подобная страта хорошо работает и со стаком в коннекторе. Против Астралис звено, проходящее подвал, первыми ушли в спектаторы, но хелпа с воды перевернула раунд в свою пользу. Далее произошел интересный момент. Электроник не ожидал игрока с монстра, когда хотел отбросить дым, поскольку Эдвард разминулся с ним и был уже на хелпе. Но в игре с Fnatic мы можем точечно разобрать причину этого пуша. Когда умирает игрок в коннекторе, Твист сразу выдвигается вперед, чтобы вернуть баланс мап контроля. На этот раз Электроник был наготове. За счет частых перетяжек на оверпассе игроки практически перестали реагировать на инфу. Даже при смерти соло игрока на А, Виндиго до талого держит Б, в противном случае надеясь на ретейк. Прямолинейный выход со смоком на хелпу и правильно выдержанная пауза после опен килла работает на отлично. Даже если бы хелпа стянулась на А, ее часть бы вернулась, потому что более 30 секунд никто не показывался под открытый плент. Так и произошло в матче против Mouse Sports. Опен с P250, фраг в туалетах и 3 КТ уже на А. Но через полминуты они возвращаются на нижний плент. И хладнокровие Нави дает свои плоды.
Хорошо, когда апгрейднутый пистолет делает энтри, но так происходит далеко не всегда. В раунде против Мибер Флейми уравнивает баланс, но даже при ситуации 4 на 4 и наличием двух смоков лучше выходить на А с изолирующим раскидом. Установка C4 происходит внутри смока, чтобы задоджить рандомные прострелы в дефолт. Тиммейты при этом занимают X и между. Эти же позиции используются и при дефолтном раскиде, потому что укрытия позволяют стрейфиться без опаски, что вас убьют в ухо. Также создается максимальный угол, при котором КТ не смогут быстро перевестись на второе звено атаки, даже если они перестреляют первое. Главный месседж этого выпуска – не стоит закупать 5 арморов. CSGO командная игра, и роль саппорта очень важна. Пара смоков и дропнутые пистолеты выиграют вам огромное количество раундов. Главное – перебороть свое эго. Выпрашивать лайки я никогда не умел, поэтому приглашу специального гостя. Если тебе понравился ролик, ставь ему лайк и подписывайся на наш канал. А я пошел ловить кота. А если вы не поняли, о каком коте идет речь, смотрите трибют Эдварда. На этом у меня все. Спасибо за ваше внимание и увидимся через какое-то количество времени.